День добрый, господа. У меня часто стали спрашивать: Макс, а как поменять что-нибудь в лонгваре, в твоей сборке? Как, например, поменять цвет иконок, как поменять набор транспортировки, как, не знаю, переделать классы как-нибудь под себя, там кто-то слишком имбовый, а кто-то слишком слабый. Как, возможно, цены поменять на какие-нибудь исследования или время этих исследований. Вот этих вопросов уже было довольно много, и я подумал, что а почему, собственно, и нет? Давайте я сделаю ролик, в котором я расскажу, как вы, в принципе, сами можете вот эти все вещи, которые чаще всего просят менять там или как-то редактировать, сами взять да поменять. Это вообще не сложно, это делается через конфиги модов, вот, и поэтому вот такой вот ролик сейчас будет, скорее всего, не маленький, он будет большой, но я охвачу очень много тем, очень много того, что часто люди хотят менять, чтобы вы сами могли взять да поменять то, что вы хотите. Такое, так сказать, введение в моддинг, при этом мы самими модами не будем заниматься, мы не будем их делать, мы будем просто чуть-чуть их менять. Вот. Видео, как я уже сказал, будет не маленькое, но вы можете по таймлайнам отследить нужную вам тему, то, что вы хотите поменять. Вот это будет интересно, думаю, многим, кто увлекается, как я, месяцами и годами в XCOM. Хорошо. Картинка, которая должна была остановить вас на этом видео секунд хотя бы на 5, я думаю, свою миссию выполнила. Мы говорим ей спасибо, убираем ее. И переходим, собственно, к контенту этого гайда. Смотрите. У всех у нас стоят моды. Стоит XCOM, накидано сколько-то модов, они у вас там в Steam папке лежат, или как у меня, допустим, в папке mods, если вы в мою сборку играете. Их какое-то количество. И у всех этих модов, в какой бы вы ни зашли, практически всегда будет лежать вот такой файл config. Смотрите, я реально куда ни зайду, везде будет вот этот файл config. Мы сейчас не будем говорить про другие пункты, хотя про локализацию я немножко скажу в конце. Опять же, обратитесь к таймлайну, найдете, где это будет. Мы будем говорить только про конфиг. То есть каждый автор мода, он закладывает вот такой конфиг для того, чтобы вносить какие-то очень быстрые изменения, чтобы постоянно не переделывать мод, а просто в этом конфиге поменять там пару цифр, пару строк, и чтобы у него что-то в игре стало работать по-другому. Это очень удобно, и особенно это удобно, если вы сами хотите что-то менять в этих модах. Вот. Я пару слов сейчас очень быстро скажу про то, как это работает, об особенностях этих модов. Вот смотрите, мы давайте, допустим, откроем вот какой-то мод на врагов, да, конфиг. Вот здесь всегда в этом конфиге лежат ini файлы. Что такое ini файлы? Ini файлы это по сути просто текстовый документ. Вы его можете открыть блокнотом. Вот, например, я открою блокнотом. Здесь будет какой-то текст. Текст всегда вот какого-то такого формата, то есть просто вниз идет много-много строк. Ну или мало, как здесь. Вот. Но я, конечно, рекомендую вам, если вы прям хотите реально увлечься этой темой, открывать их не простым блокнотом, а, например, Visual Studio или каким-нибудь Sublime текстом или еще какой-нибудь программой для кодинга. Они, в принципе, несложные, их можно скачать быстро. И когда вы их откроете, они будут открываться, ну вот смотрите, Visual Studio. В них просто будет удобнее все это редактировать. Потому что они вам будут подсвечивать, где у вас идет какой-то код, где у вас идет заголовок, например, видите, одним цветом, где идет код, вложенный под этот заголовок, а где идет какой-нибудь комментарий, который вообще ни на что не влияет, он просто служит для описания. Видите, я добавил, он будет подсвечивать все вот эти комментарии. Это очень удобно. Вот всем рекомендую, если вы решите что-то такое менять, чтобы не в блокнотике мучиться, в котором довольно сложно это делать, а вот реально скачать Visual. Он у многих, кстати, стоит сам, просто так можете проверить. Ну, либо какой-нибудь Sublime. Вот, и также имейте в виду, что вот эти все ini файлы, они довольно капризные в плане кода. Ну, как, в принципе, как и любой код довольно капризный. Здесь всегда нужно будет строго следить за тем, сколько у вас скобок и где они. Вот, например, видите, скобка открылась, она обязательно должна закрыться. Скобка вот здесь открылась, она обязательно должна закрыться. То есть всегда вот, ну, все, кто знаком с кодом, думаю, для вас это не новость, но я сейчас это говорю для ребят, которые никогда особо не кодили, что вот эти все текстовые документы, они влияют на игру, и им очень важно соблюдать вот эту транскрипцию. Скобки всегда должны закрываться, не должно находиться какого-то левого непонятного текста непонятно где. То есть вот я что-то написал, оно белое, оно непонятно что, игра может сломаться, если вы такое оставите. Никогда такого не должно быть. То есть, если вы пишете какой-то текст, например, вы можете поставить точку с запятой, текст описания, да, и что-то написать. Вот так можно, да. Это просто подсказочка, текст описания. Вы здесь написали какой-то текст, который что-то объясняет, как вот здесь, например, да. Но просто текст, непонятно какой. Или какие-то знаки, например, какие-то плюсы, там, я не знаю, минуса. Вот такого не должно быть.
Такого не надо писать, иначе можете сломать как бы просто мод. Вот. И на всякий случай, если вы вносите какие-то изменения, я также рекомендую вам, к примеру, вот вы решили что-то поменять. Например, мы решили поменять статы какого-то бойца. Всегда делайте резервную копию. Вот вы решили, что вы хотите менять статы. Скопируйте вот этот ini файл. Все, он у вас есть для резерва. Тот, который был, который работал наверняка. И затем вы начинаете менять. Вы что-то поменяли, в игре посмотрели, потестили, вам, например, понравилось, все работает, все классно. Но если что-то не работает, вы без проблем просто можете взять да откатиться на то, что было раньше, и все, и вы ничего не сломали. Это такое отступление, знаете, перед началом. Я это просто сказал, чтобы это было. А теперь давайте посмотрим, вот что мы вообще в принципе можем менять через конфиги, что чаще всего людям интересно. Вот что мы будем сегодня рассматривать, вы видите здесь. Я просто пойду по порядку. И также напоминаю, что внизу в описании вы сможете быстренько найти интересующую вас тему и локально посмотреть, как что-то менять. Вот смотрите, чаще всего хотят менять классы, прирост очков их там способностей, каких-то навыков, способностей какие-то классы менять. Тема довольно большая, конечно. Ну, давайте поглядим. Смотрите, если вы играете в мою сборку или в Лонгвар, в принципе все почти играют в мою сборку или в Лонгвар, из тех, кто смотрит это видео, все классы всегда лежат вот в этом моде. Лонгвар, of the Chosen, Dev32. Ну, у меня Dev32, кто-то, может быть, без нее играет, просто будет Лонгвар of the Chosen. Мы заходим в него, заходим в наш конфиг, и в нем есть вот такой замечательный ini файл, xcom class data. Вот в этом файле лежит все, что касается классов. Давайте его откроем, посмотрим, что там такое есть. Вот мы его открыли, файл очень большой, очень много там всего. Сначала скажем немножко о структуре, а потом что можно в принципе менять. Вот смотрите, у нас сразу же идет первым же пунктом, у нас включаются классы, смотрите, default класс, стандартный класс, и у нас включены все вот эти 8 лонгваровских классов. Assault это штурмовик, это ниндзя, это снайпер, рейнджер, пулеметчик, гранатометчик, специалист, техника, вот особенность, да, техника это разрушитель. Это разрушитель. Давайте поменьше, чтобы было у вас. И Rebel Soldier это повстанец сопротивления. Это вот эти, знаете, которые там на миссиях по обороне бывают, вот эти наши бойцы. Сопротивленцы, короче, вот они. Тоже сюда не внесены. Все эти классы здесь включаются. Например, если вас бесит какой-то класс, вы можете его без проблем выключить. Вы просто вместо плюса ставите 0, сохраняете, и вы больше никогда не увидите разрушителя. Вы не сможете его просто сделать даже. Вот и все. Очень просто. Не знаю, кому это надо будет, но сказал про это, да. И давайте посмотрим на саму структуру. Вот если мы листанем немножко вниз, тут, в принципе, не очень важные вещи. У нас всегда класс идет вот так, смотрите. У нас идет оглавление. Вот здесь начинается разрушитель, можно так сказать. Вот идет код, что вот здесь сейчас пойдет все, что касается разрушителя, все, что входит в его темплейт. И тут разные какие-то настройки. Здесь вот у нас идет картинка, как выглядит этот разрушитель. Классовые какие-то очки. Даже не помню, что это делает. Deckname. Вот это все я рекомендую вам не трогать на самом деле. Это вот может ли он иметь связи. Может ли он обучаться дополнительным способностям. Вот это вот все вообще не трогайте. Просто не лезьте туда. А вот все, что ниже, уже можно начинать ковыряться в этом, что там делать. Например, смотрите. Base Ability Point per Promotion. Сколько очков способности этот класс получает за уровень. Вот у всех в лонгваре стоит 4. Вы можете это изменить, ставить там 5-6, если вы хотите, чтобы у вас много очков было, или 1, если вы считаете, что это имба, например. То есть, пожалуйста, вот это уже можно менять. Вот я вам первую фишечку рассказал. Сколько он получает опыта за ассист в убийстве. То есть, если он пострелял по врагу, но потом кто-то другой этого врага добил, он получит какое-то количество опыта. Вот. На самом деле не 5, я не знаю, как там это правильно считается, но, скорее всего, если вы поставите 50, боец начнет очень сильно быстро качаться. Тоже, может быть, кому-то будет такое интересно. Дальше, например, мы что видим? Мы видим список доступного вооружения бойцу. Вот на примере разрушителя, да, это винтовка, СМГ, дробовик, огнемет. Ну, это ледомет у нас. В моей сборке есть ледомет, поэтому вот эта строчка присутствует. Его перчатка огненная и тяжелое вооружение, да, которое обозначает, что он может ракеты всякие иметь. Вот, а это все, как вы понимаете, опционально. Например, вы хотите, чтобы он не мог таскать дробовик. Вы можете вот эту строчку просто удалить. Ну, либо закомментировать ее. Я, кстати, рекомендую никогда не удалять строчки, а если что, их комментировать вот так.
есть, когда мы ставим точку с запятой, она у нас становится как просто текст, то есть это не влияет на код, это просто текст. И все, типа у нас этой строчки не стало. Если мы хотим откатить изменения, мы убираем, и все окей. Тут, как вы понимаете, можно с оружием играться. Я, например, могу взять и дать ему снайперку. То есть я могу взять, скопировать строчку и вот здесь написать снайперская винтовка. Где ее взять? Очень просто, у нас же есть снайпер. Вот у нас мы ищем просто снайпера, нашли снайпера. Нажимаем Ctrl-F. Вставляем его сюда. Ищем, где у нас написано было снайпер. Ой, я не то вставил. Давайте еще раз. Вот нам нужен вот этот шарпшутер. Оп, мы нашли шарпшутера. У нас вот здесь где-то был снайпер. И у него, смотрите, у него другое оружие. Он не может обы что таскать. Но он может таскать, смотрите, снайпер райфл и хава таргет. Я, например, хочу разрушителю дать снайпер райфл. Я копирую вот эту строчку. Иду к разрушителю. И вставляю ему. Все, теперь у меня разрушители могут таскать снайперки. Чит, чит. Вот, кому это будет интересно, не знаю, но мало ли, если вы там хотите как-то с этим поиграться, дать какие-то виды оружия, можете вот так вот это делать. Я об этом рассказал. Что мы можем еще сделать? Конечно, многим интересно способности какие-нибудь, да, менять там, редактировать. Давайте я вот подобрал для вас картинку, смотрите, у нас есть разрушитель. У него вот есть вот эти ранги, да, вот эти способности. Давайте просто посмотрим на структуру, как это работает. Вот у него в лонгваре сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 званий, да. Первое типа нулевое, и дальше идут со способностями. Вот смотрите, как это отображается здесь. Вот у нас был класс, вот этот, да, если мы листанем немножко вниз, вот об этом позже скажу. Вот мы видим вот эти звания. Это вот первое, второе, третье и пошло. Вот смотрите, на первом у него две способности, да. Раз и два. То есть у нас тяжелое вооружение, подавление. И здесь мы смотрим тяжелое вооружение, подавление. Вот оно, все идентично. Вот они, два вот этих навыка. Второй строчкой всегда, ну не всегда, но чаще всего пишется, куда применяется данный навык. Вот, например, тяжелое вооружение, оно, ну, типа никуда не применяется. Оно просто говорит о том, что ему доступно тяжелое вооружение. То есть это описательная обилка. И поэтому здесь написано, что, ну, типа никуда не применяется, неважно куда. А вот подавление работает только на основное оружие. То есть на то, что у бойца сейчас в руках. Не на пистолет какой-то там, не на гранатомет где-то там за спиной, а вот именно то, что у него в руках. То есть винтовка, там дробовик или что-то еще. То это как бы считается основным оружием и пишется вот так, primary weapon. Основное его оружие, то, что в руках. То есть он будет подавлять именно из него, а не абы чего. Вот. И также такая же структура как бы идет дальше. Вот смотрите, допустим, первое звание, у него идет 3 навыка здесь, да? Fire in the hole, dedication, rust. И что мы здесь видим? Fire in the hole, dedication, rust. Вот они, собственно, 3 вот этих способности. Затем четвертая идет всегда вот эта дополнительная способность, рандомная. Она вот так, видите, пишется random deck name. То есть сюда кинется рандомная способность. Вот она есть, вот, пожалуйста. И в самом низу всегда будет идти, если у нас лонгвар, пистолетная какая-то способность. Но мы ее на скрине не видим, но она есть на самом деле там. Пистолетная способность. Вот пистолетные способности, кстати, рекомендую вообще не трогать. Просто не лезьте к ним. Они работают, и бог с ним. Если вы что-то меняете, то меняйте только вот из этих 4 штук. Здесь, я думаю, все понятно. Смотрите, если вы хотите, я не знаю, вот у вас какие-то есть же пожелания, например, как-то что-то поменять в древе технологий. Например, мы хотим, например, вот это поменять вот с этим. Ну вот у вас такое вот видение баланса. Вы хотите поменять местами вот эти две способности. Мы что делаем? Вот мы смотрим, у нас это ранг 4 по картинке, да? 4 и 5. И средние способности. Мы просто ищем 1, 2, 3, 4. Шреддер. Вот он, шреддер. Вот он, шреддер. И вот эту способность, Formidable. Мы просто делаем Ctrl-X. Сюда вставляем. Обязательно сохраняем всю вот эту структуру. Табами, например, вот так тык-тык-тык-тык, табами пододвинули. А вот эту штуку убираем сюда. Обязательно убираем все лишние пробелы, все лишние Enter. И вот я сейчас поменял Formidable на шреддер. То есть на картинке как будто бы вот это 2 сменилось. Если сейчас этот документ я сохраню, то все мои разрушители новые, здесь внимание, новые, те, которые сейчас есть, они к ним ничего не применится. А вот новые, если вы их будете обучать, у них уже будет поменено это местами. Вот так это работает. Если вы хотите добавить какую-то способность,
например, из других классов, да. То есть мы не будем сейчас, так как это введение, мы не будем рассматривать примеры, что вы добавляете какие-то способности из модов, хотя это тоже можно делать, я так делал. Но в целом все ваши изменения классов это будут вот такие вот замены, какие-то перемены. Например, я не знаю, вы хотите то разрушителя, я не знаю, вместо вот этого закрепления, которое типа там не очень полезное, вы хотите поставить какой-нибудь стрелковый скилл. И вы, например, знаете, что у рейнджера есть этот стрелковый скилл. Вы сначала находите, как бы, вот он, Fortify, вот эта способность, которую вы хотите поменять, и вы хотите заменить его на что-то рейнджерское, да? Вы просто ищете класс рейнджера, копируем его из шапочки сюда, вот находится наш класс рейнджера. И вы также в этом древе смотрите, что у него тут есть, не знаю, там какой-нибудь пристрелка, например, да? Ну, я уже просто знаю, что пристрелка это вот это. Вы берете, копируете весь этот навык к разрушителю, где он там есть. Вот вы хотели вместо Formidable, да, поставить? Просто ставите, и все, пожалуйста. Вместо Fortify мы хотели, да? Ну, вот, допустим. Все, и теперь у вас вместо Fortify будет пристрелка. Когда вы это сохраните, все новые разрушители теперь будут с пристрелкой. Вот так очень просто, как бы, все это можно делать, менять какие-то классы, переделывать их. Кстати, я сам свое правило сейчас нарушил. Дайте-ка я резервную копию сделаю. То потом ребята мне не простят, что я сборку поломал из-за гайдов. Да, вот у нас есть резервная копия. Я на самом деле отслеживаю свои сохранения, но на всякий случай тоже сделаем. Вот как менять способности, я объяснил. Давайте здесь еще поговорим, раз мы касаемся пока что способностей, по поводу вот этих вот рандомных способностей. Смотрите, как это работает. Вот эти рандомные способности, они разделены на самом деле на 4 тира. Вот эти две первый тир, это второй тир, это третий тир, это четвертый тир. Вот эти стоят по 10, эти по 20, эти по 30, вот это стоит 40. Одна здесь всегда. Вот, что это за тир? Вот они. У каждого класса, вот они в самом начале, вот эти тир 1, тир 2, тир 3, тир 4. Здесь, как вы видите, есть какой-то список способностей. Очень большой список, да? И вот из этого списка каждый раз, когда у нас человек стал разрушителем, когда мы его там обучили или назначили, что теперь он разрушитель, ему вот в эти первые штучки две назначаются две рандомных способности вот отсюда. Соответственно, в эти другие две назначатся способности вот отсюда. Ну и так далее, я думаю, вы поняли, да? Вот здесь вот, там, где у него идут описания его классов, вот это описано, пожалуйста, смотрите, на складе у него нету, у него просто две способности. Смотрим, просто две способности, да? Затем на ранге вот этом у него из тир 1 берется, на ранге вот этом из тир 1 берется. Это вот, собственно, раз, два. Потом дальше тир 2, тир 2, тир 3, тир 3. Ну, вот то, что я вам и описал, да? Их тоже можно редактировать, можно что-то убирать, можно что-то менять. Тут единственное, видите, что все это на английском. Не всегда понятно, как бы, как это называется, что чем является, особенно если вы не дружите с английским. Здесь я могу вам посоветовать пользоваться Уфилопедией. Смотрите, мы пишем просто Уфилопедия. Это сайт по XCOM. Тыкаем вот сюда на Longvar 2. И вот здесь есть такой список перк-лист, смотрите. Перк-лист, и здесь, в принципе, вы найдете основное, большое количество всех вот этих перков. И вы, например, не очень понимаете, что значит вот это, да, что за Deep Cover, что он дает. Вы вот здесь ищете, собственно, Deep Cover. Поиск хреново работает, лучше вот здесь просто искать, они все по алфавиту. Вы просто ищете Deep Cover. Неудачный пример нашел, да, мы не найдем здесь Deep Cover. И в поиске мы не найдем. Ладно, давайте другой пример просто возьмем. Не всегда можно что-то найти, но вот флаш, я думаю, найдется. Смотрите, флаш. Давайте посмотрим, что за флаш такой. Вот, флаш, мы нашли. Мы тыкаем на флаш, и вот он нам находит. И вот что это за флаш. Это, по-моему, как у пулеметчика, да? Специальный выстрел с бонусом к попаданию, который наносит небольшой урон, но заставляет цель сменить позицию. Да, это старый навык пулеметчика. И вот вы узнали, что такое флаш. И что, оказывается, вот этот флаш у разрушителя может выпасть вот здесь вот. Как бы видите. И вы можете как бы это менять, редактировать, перетаскивать. Тут что хотите, можете делать. Единственное, только вам всегда надо соблюдать структуру, которая есть. То есть, если вы... То есть, видите, скобочка, запятая, пробел, две вот этих штучки. Всегда так должно быть. Никаких вот лишних пробелов, никаких вот таких пробелов. То есть, вот этого не должно быть. Вы просто меняете вот эти названия, если что. Ну, или если к ним приписана вот эта штука, то полностью вот это все меняете.
Вот, я думаю, объяснил по способностям уже довольно долго, что вот это все можно менять, регулировать, перетаскивать. Что еще можно поменять в классах? Ну, смотрите, у каждого класса, как мы говорили, да, есть звания вот эти. И на званиях каждый класс имеет вот такую строчку, прибавку к статам. И у каждого класса она на самом деле немножко отличается. Все солдаты при повышении получают немножко статов. Вот на примере разрушителя, да, когда он только стал разрушителем, он получает плюс 3 к меткости, offense это меткость, получает плюс 2 к воле и получает Combat Sims, получает возможность иметь боевой стимулятор. Ну вот этот, как он, ПБМ-ку, короче. Это вот у всех стоит на скваде. А вот эти штуки могут отличаться. Например, на втором звании он уже получает 2 к меткости, а не 3, видите, и 2 к воле, да, и уже 1 хп получает почему-то. Ну и вот эти штуки. То есть вы можете тоже это менять. Вот, например, какая у вас может быть хотелка? Вы, например, хотите, ну, всем там добавлять хп при повышении, да. Вот мы тогда берем хп. Здесь, видите, вот на следующем ранге нет хп. Мы, опять же, соблюдаем структуру. Скобочка открылась, скобочка закрылась. Ставим здесь запятую, добавляем, бац. Все, теперь у меня разрушитель получит хп на этом ранге. И так далее по аналогии. Раз. То есть тут можно поиграться, повставлять, это кому-то может быть это интересно, здесь что-то поменять вот по вот этим приростам статов. Как узнать, какие статы, например, вот этот есть статс вилл, там есть статс еще что-то, да. Для этого вы можете вбить, внимание, XCOM 2 ID commands. Ну, как-нибудь там наберете, и у вас выпадет первая же самая ссылка, которая... Здесь очень много будет всяких команд. Но они для консоли, эти команды, но здесь все равно есть полезные штуки. Например... Так, а если мы просто листанем? Да, Soldier Stats, вот смотрите, я нашел. Извините, что долго. Тут вначале идут консольные команды, а дальше идут просто всякие полезные штуки. И вот, например, смотрите, есть Soldier Stats, и здесь описаны все статы, которые могут быть вам интересны. Вот, например, точность, броня, шанс крита, уклонение, там, не знаю, взлом, ХП, ну и так далее, короче. Если вы хотите что-то специфическое добавлять, то вы можете пользоваться вот этой вот ссылочкой. Я ее прикреплю там в описании. Это вообще полезный вот этот вот список. Здесь очень много всего полезного можно посмотреть, все, что вы не знаете. Не только статы, как трупы называются, там, я не знаю, как технологии называются. Мы еще не раз сюда заглянем. Хорошо, вот про это я рассказал. Следующее, что мы посмотрим, это если вы хотите поменять цены чего бы то ни было. Цены или требования. Вот смотрите, где это все лежит. Это лежит всегда в одном и том же ini файле. Вот, но этот ini файл может быть раскидан. Он может быть в разных модах повторяться. Вот смотрите, основа его, конечно, лежит в Longvar. Вот мы заходим в Longvar, config, и нас интересует вот этот вот файл xcom.lv overhaul. Вот если мы его откроем, здесь будут собраны все цены на все. Но на все то, что находится в самом Longvar. То есть если вы хотите поменять цену чего-то из модов, то вам надо будет в соответственном моде искать этот файл. Вот. А если вы хотите менять цену Longvar, что-то лонгваровского стандартного, то вы здесь найдете эти вещи. Они находятся все... Тут много-много, конечно, чего есть. Но вот дальше смотрите, когда у нас рано или поздно, когда мы листанем немножко вниз, у нас пойдут вот такие вот item table и touch table. Нас интересуют вот эти вещи. И здесь будут описаны разные... Вот всегда строчка одна и та же, немножко только меняются здесь переменные. Но здесь будет много чего. Вот смотрите, что мы здесь видим, например. Винтовка конвенциальная, обычная самая винтовка. Она у нас стартовая, она у нас бесконечная, ее нельзя строить. Собственно, как в игре есть. Эти винтовки в неограниченном количестве. Точно так же пулеметы, дробовики, СМГшки, пистолеты. Вот пистолетов есть вес, например, смотрите. Ну и так далее, да. Например, лазерные, вот это LS, это уже означает лазерная. Лазерная винтовка. Она у нас уже не стартовая, естественно, она при лазерке только открывается. Она у нас не бесконечная, и ее можно строить. И чтобы ее строить, смотрите, есть такая надпись. Требуется технология лазерное оружие. Вот, все строго понятно написано. И сколько она стоит? Она стоит 20 саплаев, 1 сплав, аллой это сплавы, 1 кристалл лерия, кристалл кост, вот так называется, и 0 ядер. То есть ядер она не стоит. И ничего специфического. Здесь иногда бывает, знаете, что-то специфическое, какой-нибудь труп или какая-нибудь там фигня, тоже она не требует. То
есть как вот я на примере лазерной винтовки вам показал, где она находится, что она требует. Требует лазерное вооружение, да, и сколько она стоит. И, соответственно, вы можете все это поменять. Также здесь в требованиях, смотрите, есть трейдинг пост value, это сколько стоит на черном рынке, это лазерная винтовка, за 10 можно ее продать. Сколько она требует инженеров. По инженерам здесь какая система? Если стоит 5, то типа вообще не требует. На самом деле это 0, потому что у самого нашего корабля и так 5 по дефолту идет. А вот если 10, это уже считается как бы один инженер. 15 это 2 инженера, 20 это 3 инженера, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну мы давайте ставим 10, то есть там требует одного хотя бы инженера, присутствие одного инженера. Ну а дальше там все это уже неинтересно идет, картинки и прочее лучше не трогать. Вот, и вот такая вот структура, например, лазерной винтовки, которую я вам показал, она для всего здесь есть, вы можете поменять цены вообще чего хотите. Магнитных оружий, там, плазменных, еще каких-то, мечи, вот смотрите, идут гремлины, еще что-то идет. Аптечка, например, нано-аптечка, смотрите, обычная аптечка бесконечная, видите, ее нельзя строить, и она бесконечная. А вот нано-аптечка, ее уже вот, пожалуйста. То есть, например, у вас какое может быть пожелание? Не знаю, я хочу, чтобы у меня нано-аптечки были тоже бесконечные. То я как вам рекомендую делать? Вы, например, берете, комментируете эту нано-аптечку, то есть то, что было в лонгваре, да? Берете, копируете предмет, который бесконечный, нашу аптечку, и просто меняете вот здесь название. Бац. Если я сейчас сохраню, давайте, чтобы все соблюдалось тут правильно, вот так сделаем. Вот я сейчас все вот это сохранил. Все, что я сделал? Смотрите. Я закомментировал все, что было раньше, все, что касалось наноаптечек, и сделал наноаптечку по образу и подобию обычной аптечки. И теперь у меня после исследования вот этих наноаптечек, ну даже, смотрите, даже не то, что после исследования, а вообще сразу, она будет сразу доступна, и она сразу будет бесконечной. Вот, ну, такую, например, правку внес. Не знаю, кому это будет надо, но это просто для примера, что так вот можно тоже делать, например. Давайте все вернем, как было. Гранаты здесь есть, вот огненная, Т1, Т2, там, я не знаю, щиты какие-то, это череполом, например, так называется. Винтовки пришельцев, тут какие-то есть, броня искры, продвинутая броня искры и так далее. И вот все вот эти цены, все, что есть в лонгваре, все вот эти требования, что для чего требуется, можете менять здесь. Например, смотрите, что может часто потребоваться. Это, как вы видите, item table был. Давайте его вот пролистаем до конца. Там еще дальше будет touch table. Предметов, видите, как много. Дальше, смотрите, вот рано или поздно начинается touch table. Все то же самое, но только это исследование. То есть это не предмет, а исследование. Вот, например, смотрите, лазерное оружие. Touch table, лазерное оружие. Вот эта вот строчка, она отвечает за то, типа, где исследуется. Это зона испытаний переводится. Зона испытаний – ложь. То есть это не исследуется в зоне испытаний. Это исследуется как бы у нас учеными. Если здесь будет написано true, то значит это исследование именно зоны испытаний. Так игра понимает, где должно быть исследование. Здесь сколько требуется очков. Ну, как видите, на лазерку 4, на продвинутую лазерку 6, на магнитку там 10 тысяч очков и так далее. Это очки исследования. И вот вы можете регулировать время. Я точно вам не скажу, как они там попримерно отличаются, но суть, думаю, понятно, что если вы хотите, чтобы все исследовалось быстрее, чем в игре сейчас, просто делайте сильно меньше вот эти характеристики, и у вас все будет исследоваться быстрее. Либо наоборот, дольше можете поставить. Затем требования, например, можете менять. Например, у меня в сборке, вот смотрите, есть магнитное оружие исследование, и я сделал очень строго. Смотрите, это требуемые технологии. Раньше для магнитки в лонгваре требовалось гибридку изучить, гибридные материалы, и вскрыть офицера. Но я еще добавил лазерное оружие. То есть у меня магнитку без лазерки нельзя никак исследовать. В обязательном порядке придется исследовать лазерное. И, например, если вам это не нравится, вы просто здесь уберете. Все, вот так вот. Вернете и все. И у вас не нужно будет эту лазерку исследовать в обязательном порядке. Также вот эти все стоимости, все как по аналогии было выше тоже, здесь все это можно менять. Вот, я думаю, тут все понятно. То есть, единственная проблема может быть, что вы не знаете, как что переводится. Здесь, опять же, вам может помочь Уфолопедия, на которой мы уже были. Вот этот сайт Уфолопедия. Здесь, если вы нажмете Longvar 2, то здесь можно найти вот такие штуки в арсенале. Armor, Equipment, Weapon. Здесь есть исследование, инженеринг. То есть, вы, например, хотите узнать, как же называется, я не знаю, там какая-нибудь граната. Вот вы нажимаете на Equipment, ищите здесь гранату, например, ну вот, кислотная, да, как она на английском, ну, вот она вот так и называется, acid. Вы берете, копируете acid,
Вот здесь через Ctrl-F пишите ACID. Опа, и вы нашли проект гранаты, проект бомбы. Например, чуть повыше, наверное, сама граната будет. Ну да, собственно, вот она граната Т2. Все, вы нашли. Никаких проблем. И меняйте, что хотите. Вот, это, я думаю, объяснил, то, что касается лонгвара. Теперь только то, что касается модов. У нас же очень много модов в сборке, и в этих модах тоже есть какие-то цены, есть какие-то разные вещи, где это все находится. Вот смотрите, есть такой очень главный мета-мод, вот этот мод-джам. В мод-джаме очень много конфигов. И вот здесь, в принципе, очень часто, с большим шансом, вы найдете то, что вы хотите поменять. Ну, я не знаю, что. Давайте что-нибудь для примера выберем. Например, вот у меня в сборке из дуэлиста делается пистолет. Если вы убьете дуэлиста адвента, из него сделаете пистолет, есть у него такой вот пистолет. И смотрите, здесь тот же самый файл находится, вот тут LV Overhaul, но только он находится как бы не в лонгваре, что естественно, он находится вот здесь. Если вы зайдете сюда, то вы найдете, вот он, пистолет, дуэлист версия какая-то, XCOM VPN, вот. И вы найдете здесь его труп, например, вот он, item table, труп дуэлиста, вот он стоит 6, например, можете это изменить. Вот есть вскрытие, autopsy это вскрытие дуэлиста, оно исследуется вот столько-то, оно требует вот это вот, ну и так далее, короче, все понятно, да? И вот, собственно, вот этот предмет, смотрите. Item Table, Макталон, это вот тот самый пистолет, который делается из дуэлиста. Он требует магнитку, он требует вскрытия дуэлиста, он стоит 10, сплав, кристалл и требует труп дуэлиста. Видите, написано Special Item, он требует труп дуэлиста в количестве 1. И стоит он 5 на черном рынке. Еще он требует 3 инженеров. Ну вот и все, как бы, в принципе. Если вам там что-то не нравится, что-то вы хотите поменять, не знаю, хотите с старта игры его сделать, берете, убираете требования, ну и так далее, короче. Я просто показал суть, что если вы пытаетесь изменить что-то модовское, что-то из модов, то вам нужно не в лонгваре искать это, а вот, скорее всего, в моджаме, в конфиге, искать нужный здесь мод какой-нибудь, ну, как, например, дуэлиста, и там находить вот этот самый Overhaul. Еще Overhaul, видите, даже здесь есть. Такой, типа, общий. Давайте глянем даже, что здесь есть. Вот здесь, видите, есть какие-то патроны. Вот, например, можно даже описание дать. Ну, оно есть на самом деле, вот он. Hollow Point Rounds. Это вот эти патрончики за 5 монеток, которые в самом начале игры есть. Вот они здесь, допустим, редактируются. Также тут вот еще что-то есть. Даже не помню, что это. Ну, короче, вот я понял. я хотел вам донести суть, где это искать и где это редактировать. Думаю, я донес. Теперь давайте поговорим о том, как, допустим, менять врагов. Вот возникло у вас желание поменять какого-то врага, да? Ну, давайте на примере модов возьмем какого-нибудь врага, я не знаю, кто вам там может показаться сильным. Например, у нас есть какой-нибудь мутон Хантер, мутоны охотники. Мы ищем их мод, этих мутонов охотников. В данном случае это мутон Хантер. Заходим в наш любимый конфиг. И во всех модах на врагов всегда есть вот такой ini файл. Character Stats. Это всегда есть. У всех модов на врагов всегда есть вот такой вот Character Stats. Если мы его откроем, давайте мы его откроем, то мы увидим вот такую структуру. Что у нас идет обычно, очень часто идет название врага, то есть мутон охотник. Вот, собственно, этот мутон охотник. И вот пошли его статы. Базовые. То есть, в принципе, вот вы здесь уже можете что-то там накрутить, наваять. Дальше вот это вот я бы не рекомендовал вам трогать. Вот эти всякие саппортеры тоже лучше не трогать. И смотрите, здесь какая структура. Вот у Мутон Хантера, например, есть базовые статы. То есть Мутон Хантер будет спавниться вот с такими статами. А затем игра чекнет, какой у вас стоит уровень сложности. В зависимости, вот смотрите, здесь есть div 0, 1, 2, 3. То есть 0 это вообще самый легкий, это профессионал, это ветеран, это легенда. И в зависимости от уровня сложности она вот эти статы немножечко еще подкрутит в соответствии с тем, что здесь написано для каждого уровня сложности. Ну давайте на примере, да, вот Мутон Хантер, сколько у него хп? У него 12 хп должно быть, да? На легком уровне сложности ему снизят хп на 10, то есть легче будет. Тут не поменяют. На ветеране ему 2 хп добавят, а на легенде ему вообще он аж 16 сделают хп, видите, как бы, то есть от сложности враги немножко зависят. То же самое по меткости, давайте. Offensive. У Мутон Хантера должно быть 75 меткости. На легком уровне сложности его сделают более косым, на профессионале тоже более косым, на ветеране ничего не изменится, на легенде он будет точнее. Ну и по аналогии, то есть вот эти все статы
То есть, видите, броня, например, на легенде. На легенде становится больше брони на единичку. Очень важное изменение. Крит шанс добавляется десяточка. Нигде не было крит шанса, а на легенде раз и десятка крит шанса. На, нифига себе, скушай. И вот эти вот, собственно, вещи вы можете все менять. То есть вы, не знаю, вот, ну, бесят вас мутон хантеры эти. Вы хотите их там послабее сделать. И при этом играете на легенде. Ну, поставьте тут 12, все слабее станет. Или вот здесь, например, 70. И сохраните. Ну и все как бы. Вот так можно менять врагов. И вся вот эта структура работает одинаково. Вот здесь, например, другой враг. Метон Праулер. Это типа крутой охотник. У него тоже там немножко другие статы. Если вы хотите какого-то другого поменять чувака, соответственно, ищите его мод и что-то меняете. Вот Целотида мне, например, писали. Не нравится там, как я Целотидов сделал. Ну, зайдите в конфиг. Характеристики. Вы увидите этих Целотидов. Целотид турет это турет. Их нет в игре. Вот Целотид Граб, например, присутствует. Самая версия Целотида. И вот вам не нравится, что у него хп много. Ну возьмите и поменяйте, сделайте ему там 2 хп. Здесь ему сделайте 2, 3, там 4, ну и так далее. Как хотите, сами поменяйте, да и все, и не парьтесь. Также очень часто бывает такая штука, что многие хотят поменять спавны врагов. Что некоторые враги появляются чаще, чем другие, а хотелось бы там, не знаю, как-то это поменять, да. И давайте разберем это на примере наших любимых пси-агентов. Вот у нас есть Advent Biotic. Это мод пси-агентов. Вот этих самых. Вот этих вот. И смотрите, мы заходим в конфиг. И опять же, у всех врагов, у всех модов на врагов, есть вот такой вот ini файл. Encounter list. Он всегда выглядит практически одинаково. И он всегда есть в этих модах. И вот мы хотим поменять появление врагов. Давайте зайдем туда. Как он у нас выглядит? Смотрите, в лонгваре, ну и в моей сборке, соответственно, вот этот список, он выглядит всегда примерно вот так. То есть у нас идут категории какие-то. В этих категориях написаны вот, как я даже не знаю писать, тип, я не знаю, появление, что ли. Ну, давайте я просто на примере объясню, и понятно станет, что такое. Вот, например, Advent Leader LV. То есть лидер Адвента. Это базовый лидер Адвента. То есть любой пак, появляющийся на карте, в его как бы глава будет вот этот пси-агент. Вот. С каким шансом... Здесь написано, смотрите, на каком техуровне это будет происходить. На 4-м, на 5-м, на 6-м, на 7-м, на 8-м, 9-м, 10-м, 11-м. То есть с 4 по 11 техуровень пси-агент мой может оказаться лидером вообще любого пака с вот таким шансом. Ну, это условно шанс. Это не прям шанс. Не знаю, надо ли мне объяснять, как это работает. В общем, вот это число отвечает за шанс. Просто вот это уясните. Я не хочу вдаваться просто в детали, как работает вот этот weight. Просто это шанс. И вот, например, какое у вас может возникнуть пожелание? Например, вы хотите, чтобы пси-агентов там было меньше, да? Видите, тут много вот этих категорий. Я, опять же, не буду их сильно объяснять, как они там влияют. Их всегда примерно одинаковое количество. Ну, допустим, у вас возникает желание. Вот пси-агенты появляются слишком рано. Я не знаю, допустим, я вообще их не хочу видеть вот до 6-го техуровня, да? Не хочу их видеть вот раньше 6-го. Мы смотрим, где есть раньше 6-го. Ага, 6, 6, 6, 6. Вот здесь только есть раньше 6-го. Вы можете взять просто вот эти две строчки, удалить их. Вот у вас теперь они только после 6-го появляются. Единственное, только здесь надо тоже выставить правильный порядок, чтобы все шло от нуля и дальше. Ну, я это вот так сделаю. Чик. У меня все идет все от 0 до 5. И все. Больше я вообще не увижу этих пси-агентов раньше 6-го уровня. Вот так легко и просто мы, допустим, это пофиксили. Или, например, вы хотите отрегулировать их шансы. Ну, у пси-агентов, видите, я и так везде выставил минимальные шансы. Везде по единичке идет. У всех вариаций. Ну, вот здесь немножко двойки начинаются в конце игры. Ну, у некоторых бывают шансы больше стоят. Например, может стоять там 4, 3, 2, что-то типа того. Ну, вы берете, да меньше делаете. 2, 1, там 1, 1, все будет реже выпадать. Или, соответственно, можете больше поставить. Например, если я сейчас вот здесь добавлю нолик, то есть поставлю десятку, от пси-агентов вообще будет не избавиться. На каждой миссии просто полкарты будет пси-агентов. Вот так это работает. Ну, давайте, чтобы вот мы не будем ничего сохранять. Допустим, я не знаю, вы хотите к тем же вот мутонам вернемся. Допустим, мутон хантеры, да? Опять же, конфиг, encounter list. Вот у нас есть мутон хантеры, и вот мы видим у них какие-то, вот смотрите, они начинают появляться только после 8-го уровня в качестве лидеров. Вот эти две штуки отвечают за лидерство. В качестве лидеров они могут попасться с 8-го уровня, вот с такими шансами, да?
Как видите, к концу игры шансы увеличиваются. А просто в качестве, просто бойца, так сказать, да, они появляются с 10 уровня. И вот их шансы появления, да, вы видите. И вот вы, например, ну не знаю, вам нравятся эти мутон-хантеры, ну увеличьте все вот это. Замените там на 2, например. Все. Вот здесь, ну это надо везде, конечно, будет сделать, во всех вот этих группах. Что, конечно, напряжно может быть, но если вы задались такой целью, вы просто меняете все, везде вот эти единички на двойки, например. И у вас мутонов, вот этих хантеров, просто тупо станет в 2 раза больше. Вот так это работает. Так, теперь давайте поговорим о том, что тоже часто люди хотят поправить, поменять или переделать. Это какие-то способности. Вот смотрите, в моей сборке, если вы играете в мою сборку, есть такой мод Ability Editor. Вот. Соответственно, все, кто поставили мою сборку, он у вас есть, вы можете им пользоваться. Все, у кого не моя сборка, а просто какой-то там XCOM, вы можете скачать этот мод сами. Он у вас скачается, вы, когда его поставите, в принципе, все будет то же самое. То есть вы сюда зайдете, откроете его. То есть у него все очень просто. У него в конфиге есть, по сути, один важный файл, вот этот длинный, все остальное не важно. И в этом файле вы можете менять способности. Как их менять? Мы просто гуглим, смотрите, Ability Editor. Ability Editor, XCOM 2. Он у вас самый первый найдется. Вот мы его самый первый нашли. Вот этот мод. Вы можете его скачать, кому надо, да? И здесь идет описание, что вы вообще можете поменять. И ниже там будут эти примеры, как, например, это что-то меняется, да? Вот, ну кому это интересно, сами почитайте, но я здесь вот покажу на примере. Например, видите, вы в моей сборке уже увидите, как что-то я здесь менял. Вот, например, я что-то менял и потом откатил это. То есть, видите, закомментировано, то есть не работает, да? А вот это уже, например, поменено. Тут пси-способности разные поменены, еще какие-то пси-способности, просто какие-то способности, вот ниндзевские, например. Ну, очень часто люди меняют наборы транспортировки. Давайте я даже напишу здесь наборы транспортировки. Вот, у наборов транспортировки есть вот такая способность, она именно вот так называется. И, как вы видите, здесь что можно установить, например, что теперь подъем стоит 1 очко действия. Вот, можно сделать 2, можно сделать 0, тогда вообще халява будет, свободное действие, да. Ну вот 1, перезарядка 0, то есть безгранично можно использовать хоть по 10 раз в ход. 3 заряда, не знаю, кому-то может хочется 5 поставить, там 1 заряд и так далее. Заканчивает ход или нет. Видите, не заканчивает ход написано сейчас. То есть если я поставлю true, то начнет заканчивать ход использования набора, то есть способность станет желтенькой. Вот такой момент есть. Так, откатываем. И есть еще такая штучка, вот, например, именно если мы говорим про набор, что происходит с невидимостью. То есть потеря... Сохранение, подожди. Retain, сохранение невидимости, вот эта фраза означает, и написано никогда. То есть, если человек наш использует этот набор, он никогда не сохранит невидимость. То есть, он ее всегда потеряет. То есть, соответственно, вы можете эту строчку убрать, и тогда на невидимость вообще никак не будет влиять набор. Или можете здесь, например, написать always. То есть, человек всегда будет сохранять невидимость при использовании этого набора. Ну, то есть, по сути, не будет ее терять, да? Вот, и такие штучки, как я уже сказал, вы можете точечно менять какие-то способности. И давайте для полноты эксперимента я как бы приведу пример, как может выглядеть процесс изменения способности. Давайте возьмем там, я не знаю, штурмовик, пулеметчик. Ну, давайте рейнджера возьмем. Вот, например, у нас есть рейнджер. И у него есть, например, вот такая способность, да, Rapid Fire. Быстрый огонь. И вы, например, хотите, я не знаю, поменять там, чтобы она стоила, не знаю, чтобы она что? Чтобы она перезарядка больше была, например. Я не помню, какая сейчас у нее перезарядка. Ну, допустим, вы хотите сделать перезарядку 5 и не париться, да? Для начала вам надо найти эту способность. Ищем мы ее где? Как я уже сказал, мы ищем ее в модах класса. Давайте я тут все позакрываю. Мы заходим в Longvar, конфиг, в наш класс дата. Мы нашли рейнджеры. Ну, вы можете и другим способом найти, но я так ищу обычно способности. Вот у меня есть рейнджер. Я его ищу вот здесь. Нахожу его. Вот у меня рейнджер. Мы вспоминаем, где у нас находится эта штука. Она где-то в конце, самая первая, да? Мы идем в самый низ. Вот у него в самом конце самая первая. Вот она, Rapid Fire. Вот так называется эта способность, Rapid Fire. Я, собственно, копирую ее название от до строго, какое оно есть. Открываю наш мод, вот этот Ability Editor. Беру какой-нибудь для примера здесь, не знаю, что-нибудь. Вот что-нибудь беру, мне не важно, это просто шаблон.
беру, здесь, допустим, напишу, меняю вот это, ну, как-то для себя назвал, да, что я делаю, чтобы потом легче найти можно было. Я беру вот этот Rapid Fire, вставляю его сюда, беру здесь все лишнее, ненужное мне, и мы хотели что? Мы хотели перезарядку сделать 5 ходов. Перезарядка это кулдаун, я пишу 5 и сохраняю. Все. Вот эта способность поменена у всех, у кого будет Rapid Fire, а это у нас Ranger, ну и у других классов на самом деле тоже она есть. Перезарядка теперь будет 5. Вот, собственно, я и поменял. Причем это работает сразу. Не нужно новых классов создавать, просто это сразу работает для всех. Вот на примере я разобрал, как можно менять способности. Ну и так можно менять вообще любые способности, какие вы захотите, в рамках того, что позволяет делать вот этот мод. А что он позволяет, вы можете в самом моде почитать, вот здесь в описании, что можно вообще в принципе менять. Вот, это один пример. Но также часто людям хочется менять какие-то циферки. Допустим, вот какие у нас могут быть циферки. Например, смотрите, у рейнджера есть навык пристрелка. Пристрелка по дефолту дает у нас плюс 20 меткости и 20 крита. И вы, например, хотите поменять циферки. Вот тот мод, про который я сейчас сказал, он циферки менять не умеет. Потому что, ну, это уже специфическое идет. Все циферки меняются в другом месте всегда. И бывает иногда не так-то просто его найти. Ну, давайте для вас вот на примере пристрелки найдем. Вот смотрите, здесь нужно как работать. Вот надо понять, откуда вообще эта способность взялась. Например, вот эта пристрелка, она появилась только в лонгваре. То есть это лонгваровская способность. Хорошо. Значит, мы будем стараться ее найти в лонгваре. Именно в нем. Заходим в лонгвар, конфиг. Вот где-то здесь, в этом конфиге, скорее всего, она меняется. Дальше мы как думаем? Смотрите, это у нас способность. Мы ищем конфиг, связанный со словом skill. Смотрите, есть вот такой вот solder skills, затем есть еще вот такой solder skills. Вот где-то среди них, вот этих solder skills, возможно, мы найдем эту способность. Дальше что нам нужно? Нам нужно английское название этой способности пристрелка, потому что на русском, как вы понимаете, вы ее не найдете. Где мне искать название? Мы уже помним. В документе, связанном с классом, мы находим рейнджера. Вспоминаем, где эта способность. Она у нас вот здесь. Это какой-то там второй ранг. Давайте ее ищем. Новичок, первый, второй ранг. Вот она. Вот она самая пристрелка. Давайте, чтобы убедиться, посмотрим, что у нас идет ниже. Pump Action и Covering Fire. Это, видимо, Pump Action и Covering Fire. Да, прикрытие. Вроде похоже звучит. Да, похоже, это пристрелка. Это она и есть. Вот она, Lock It On. Мы узнали ее название английское. Мы ее копируем, все, мы знаем это английское название. И давайте ее пытаться находить вот в этих solder skills. Где же она может быть? Например, зайдем в первый. Через Ctrl-F ищем, ничего такого не нашлось. Можно даже он убрать, попробовать. Не нашлось, да? Наверное, она не здесь. Хорошо. Ищем вот здесь. В solder skills. Ctrl-F, вставляем. Бац. И у меня сразу, смотрите, нашлось. LV Perk Pack, то есть она берется из какого-то пака лонгвара, эффект, пристрелка, смотрите, Lock It On. И вот она реально дает, видите, 20-20. Браво, мы нашли. А то есть она лежит вот здесь, эти циферки лежат вот здесь. Теперь мы можем эти циферки поменять на свое усмотрение, например, сделать их очень жесткими там, или наоборот понерфить их, если вы считаете это имбой. Ну, как-то очень поменять на свое усмотрение. Вот, некоторые способности можно вот так редактировать, то есть надо их отыскивать, надо отыскать сначала мод, в котором эта способность лежит, затем найти там в каком-нибудь документе, связанном с solder skills, по названию этой способности какие-то данные, связанные с ней, и если эти данные можно редактировать, то можно это поменять. Не всегда, кстати, вообще можно что-то будет менять. Это зависит от того, вынесли ли авторы модов это в конфиге. Они могли этого просто не выносить, и тогда вы даже и поменять не сможете. Вот, ну думаю, на этом примере с пристрелкой я как бы донес суть, как это вообще находится и меняется, если кому-то это интересно. Ну и для завершения, кому, я знаю, у меня есть люди, которые очень не любят мою локализацию, какие-то опечатки, еще что-то, и очень часто придираются к тому, что у меня там что-то неправильно написано. Ребята, вы можете всегда, если что, поменять сами любую локализацию, которую хотите. В любом моде, какой бы вы ни открыли, всегда есть вот такой файл локализация, и вы когда в него зайдете, вы увидите там, ну давай я неудачный выбрал сейчас, давайте вот такой возьмем, нет, тоже неудачный, господи, ну медика возьмем вот. Локализация, всегда есть файлы int это оригинальная локализация, то есть английская,
И, как правило, если мод этот переведен, если он вообще нуждался в переводе, будет русская локализация. То есть вы когда откроете эту русскую локализацию, вы будете видеть все, что связано с переводом данного там какого-то бойца. Вот, например, мы видим медик. Здесь, кстати, энтеров нет. Давайте вот так разобьем. Здесь куда надо смотреть? То есть нас волнуют вот эти скобки квадратные. У нас идет квадратные скобки. Это что? Вот смотрите, мы что здесь видим? Advent M1, то есть самый базовый медик, темплейт его имя и его какое-то описание. Вот. Медик Адвента, солдат, несущий несколько аптечек, та-та-та-та-та. Затем вторая вариация, третья вариация. Ну, видите, здесь они просто закопированы, то есть одно и то же. Вы можете как-то там разнообразить, что теперь это солдат, несущий несколько аптечек, и там какой-нибудь он продвинутый, что-то там еще написать. Вот. Все очень просто. Вы просто открываете файл локализации, меняйте тут что хотите, пишите что хотите, если вам как-то не нравится эта локализация. И все, что вы можете тут поменять, вот вы видите, вы просто меняете на свое усмотрение, да и все как бы. Единственное, как я сказал, не везде вообще бывают эти файлы локализации. Вот. Я думаю, самые базовые, самые простые вещи, которые касаются какого-то изменения конфигов, я здесь рассказал, да, так сказать, введение для тех, кому это интересно. Надеюсь, вообще хоть кому-нибудь этот гайд будет интересен. Все, вроде бы мы здесь такое базовое раскрыли. Более продвинутые ребята, ну, там уже сложно делать гайды, потому что уже нужно знать английский, уже нужно самому ковыряться, самому чекать какие-то английские ресурсы, советы и смотреть, как что там менять. То есть я не буду здесь трогать тему искусственного интеллекта, упаси боже, еще какие-то вещи. Там уже, ребята, надо садиться и ковыряться самому. Я здесь вам не помощник. Я только хотел вот для людей самое базовое рассказать, для тех, кто, так сказать, вовлекается. Ну все, надеюсь, кому-то этот гайд будет полезным. Спасибо за внимание и пока.